Всем ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. В этом видео мы с вами свяжем вот такого маленького и миленького медведя. Его высота вместе с ушками 12 сантиметров. Для вязания этого медведя понадобится пряжа. Можно взять Ярнар джинс, либо детскую новинку, без разницы, который вам будет комфортно вязать. Пряжи уйдет совсем немного, потому что мишка маленький, простенький, поэтому пряжи уйдет немного. Также понадобится крючок 2 мм размером или 2,5, ножницы, иголка и атласная лента. Не атласная лента шириной 12 мм. Также, если вы будете делать глазки, то нужны будут глазки 5 или 8 мм размером. Мишка вяжется очень легко и просто, подойдет для начинающих мастериц. Важно уметь вязать столбики без накида, знать, что такое кольцо амигуруми и что такое прибавки и убавки. Тогда, иншаллах, у вас все получится. Итак, приступим к вязанию. Итак, сначала сделаем кольцо амигуруми. Вяжем одну воздушную петлю, чтобы закрепить кольцо. В кольцо набираем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затягиваем кольцо. Итак, это был первый ряд. Вяжем второй ряд. Во втором ряду в каждый столбик без накида предыдущего ряда нужно связать прибавку. То есть в каждый столбик вяжем по 2 столбика без накида. Вот я сделала первую прибавку. Вяжу вторую прибавку. Всего прибавок должно быть 6. Третья прибавка. Четвертая прибавка. Пятая прибавка. И последняя, шестая прибавка. Закончили вязать второй ряд. Во втором ряду должно получиться 12 столбиков без накида. Итак, связали второй ряд, начинаем вязать третий ряд. В первый столбик без накида предыдущего ряда мы вяжем 1 столбик без накида. В следующий столбик мы уже будем делать прибавку. Раз столбик, и сюда же второй столбик провязываем. Отметим маркером начало ряда. То есть первый столбик, который мы провязали, одиночный, это первый столбик третьего ряда. Итак, сделали прибавление. Теперь вяжем следующий столбик, одиночный столбик, то есть 1. А в следующий вяжем прибавку. То есть в третьем ряду мы чередуем прибавки через 1 столбик без накида. Вот сейчас я связала прибавку, снова вяжу 1 столбик, а в следующий столбик уже вяжу прибавку. И так нужно провязать до конца ряда. Все, я провязала третий ряд до конца. В третьем ряду получилось 18 столбиков без накидов. В третьем ряду вязали также 6 прибавок. Вяжем четвертый ряд. Вяжем 1 столбик без накида. В следующую петлю еще 1 столбик без накида. А в следующую петлю уже делаем прибавку. То есть в четвертом ряду будем чередовать прибавки через 2 столбика без накида. 1 столбик, второй столбик, прибавка. Всего прибавок должно быть также 6. И не забывайте отмечать маркером начало ряда. Все, провяжите до конца самостоятельно, то есть чередуем прибавки через 2 столбика без накида. Все, провязала четвертый ряд до конца. Получилось 24 столбика без накида. Убираю маркер, начинаю вязать пятый ряд. В пятом ряду мы вяжем 3 одиночных столбика. 1, в следующую петлю второй,
и в следующую петлю 3. А в следующую петлю уже делаем прибавку. Теперь снова вяжем 3 одиночных столбика. 1, в следующую петлю 2, и в следующую петлю 3. Снова вяжем прибавку. В этом ряду должно получиться 30 столбиков без накида. Все, я провязала 5-й ряд. Начинаем вязать 6-й ряд. В 6-м ряду будем чередовать прибавки через 4 столбика без накида. Но чтобы голова получилась более круглой, в первой вот половине я свяжу не 4 столбика, а 2. То есть не в первой половине, а в начале ряда я провяжу сначала 2 столбика без накида. Вот 1, в следующую петлю 2. А затем уже в 3-ю петлю, получается, я делаю прибавку. Так, отметим начало маркером. А теперь вот я сделала прибавку. А теперь я провяжу 4 столбика. 1, следующую 2, следующую 3, следующую 4. Теперь снова делаю прибавку. То есть теперь до конца ряда я буду вязать прибавки через 4 столбика без накида. И в конце, когда вы сделаете последнюю прибавку, вот в эту петлю, у вас должно остаться непровязанных 2 столбика без накида. Вот довяжите до этого момента, потом вам покажу, как закончить ряд. Вот смотрите, провязала 6-й ряд, сделала последнюю 6-ю прибавку. И у меня осталось в конце 2 непровязанных столбика без накида. Я просто провязываю в каждый столбик по одному. Первый 1 и во второй 1. Вот и все. Почему мы так сделали? Потому что вначале мы провязали 2 столбика без накида, а потом сделали прибавку. Дальше мы уже вязали 4 столбика без накида. Мы, то есть, разделили первые 4 столбика без накида пополам и провязали 2 в начале и 2 в конце. И получилось, что в 6-м ряду мы все прибавки чередовали через 4 столбика без накида. Так, следующий ряд, 5-й. Тут уже не будем делить пополам, потому что мы будем чередовать прибавки через 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. В следующую петлю вяжем прибавку. Так, отметим начало ряда. Так, раз, два, 3. И продолжаем вязать дальше. Снова 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. В следующую петлю делаем прибавку. Так вяжем до конца ряда. И в 7-м ряду должно получиться 42 столбика без накида. Итак, провязали 7-й ряд. Вяжем 8-й ряд. В 8-м ряду нам нужно чередовать прибавки через 6 столбиков без накида. Поэтому мы тоже вначале эти столбики поделим. И провяжем сразу не 6, а 3. 1, 2, 3. Сделаем прибавку. Сейчас я отмечу начало ряда. Все. Так, сделали прибавку. А теперь вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Делаем прибавку. И так вяжем до конца ряда. В конце ряда, после последней 6-й прибавки, когда вы свяжете, у вас должно остаться 3 столбика без накида. Да, потому что мы поделили пополам наши одиночные столбики. Поэтому в конце должно остаться 3. И вы вяжете 6-ю прибавку последнюю, а затем 3 столбика без накида.
И в 8 ряду должно получиться 48 столбиков без накида. Все, я связала 8 ряд. В 8 ряду у меня получилось 48 столбиков без накида. Теперь 9 ряд. С 9 ряда по 15 мы будем вязать без изменений, без прибавок. Просто будем вязать 48 столбиков без накида каждый ряд. То есть вот сейчас 9 ряд, 48 столбиков без накида. И также 10, 11 и так далее до 15 ряда. То есть всего нам нужно провязать 7 рядов по 48 столбиков без накида. Вот сейчас вяжем 9, потом последний будет 15, а 16 ряд я вам уже покажу, как вязать. Там будем делать убавки в 16 ряду. Итак, провяжите с 9 по 15 ряд самостоятельно. Итак, связали с 9 по 15 ряд по 48 столбиков без накида. И вот что получилось. Итак, вяжем 16 ряд. Маркер. Итак, как я уже сказала, в 16 ряду мы будем делать убавки. И первый ряд убавок у нас начинается с 6 столбиков без накида, а затем мы делаем убавку. И помните, когда мы делали прибавки, мы делили 6 столбиков без накида пополам. То есть в начале ряда провязывали 3 сначала столбика. И вот в этом ряду, в 16 мы сделаем то же самое. То есть сначала вяжем не 6, а 3 столбика без накида. 1, 2, 3. А затем уже делаем убавку. Так, сделали убавку. А теперь вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Теперь делаем убавку. Теперь нужно снова провязать 6 столбиков без накида и сделать убавку. Убавок в этом ряду будет 6. И когда вы сделаете последнюю 6-ю убавку, у вас в конце ряда должно остаться 3 столбика без накида. Так как в начале мы провязали 3, то в конце ряда нужно снова провязать 3 столбика без накида, чтобы у нас в 16 ряду убавки чередовались через 6 столбиков без накида. Так, в 16 ряду должно получиться 42 столбика без накида. Провяжите ряд до конца самостоятельно. Так, покажу вам, как закончить ряд. Я провязала сейчас 6 столбиков без накида, и мне осталось сделать последнюю 6-ю убавку. Вот я делаю последнюю 6-ю убавку. И вот в конце у меня осталось 3 столбика. Провязываю. 1, 2 и 3. Все. Закончили вязание 16 ряда. Вяжем 17 ряд. В 17 ряду провязываем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Делаем убавку. И снова провязываем 5 столбиков без накида. И снова будем делать убавку. То есть в 17 ряду мы чередуем убавки через 5 столбиков без накида. Провяжите ряд до конца. Так, провязала 17 ряд до конца. В 17 ряду должно получиться 36 столбиков без накида. Вяжем 18 ряд. В 18 ряду убавки нужно чередовать через 4 столбика без накида. Итак, вначале провязываем 2 столбика без накида. Делаем убавку. Теперь провязываем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Делаем вторую убавку.
снова 4 столбика без накида. И так вяжем до конца ряда, чередуем убавки через 4 столбика без накида. И когда вы провяжете последнюю шестую убавку, у вас должно остаться 2 столбика без накида. Так, провяжите этот ряд до конца самостоятельно. И в этом ряду должно получиться 30 столбиков без накида. Вот я провязала последнюю шестую убавку в 18 ряду. И у меня осталось 2 столбика без накида. Провязываю в каждый из них по одному столбику. Первый, второй. Все, 18 ряд закончили. Вяжем 19 ряд. В 19 ряду будем чередовать убавки через 3 столбика. Вяжем 1, 2, 3. Делаем убавку. И снова вяжем 1, 2, 3. Делаем убавку и так вяжем до конца ряда. И в этом ряду должно получиться 24 столбика без накида. Так, провязала 19 ряд до конца. Должно было получиться 24 столбика без накида. Итак, теперь вяжем последний 20 ряд. В 20 ряду мы будем чередовать убавки через 2 столбика без накида. Провязываем 1 столбик, второй столбик, делаем убавку. Снова провязываем 1 столбик, второй столбик, делаем убавку. Так вяжем до конца ряда. И в конце ряда должно получиться 18 столбиков без накида. Провяжите этот ряд самостоятельно. Все, голову вязать закончили. Вот такая голова получилась. Теперь ее нужно наполнить, набить наполнителем. Прям плотненько, так, чтобы она не была мягкая. Так, и по желанию оформить мордочку. Можно вышить носик, вставить глазки или вышить глазки. Если будете делать глазки, то их нужно вставить между 10 и 11 рядом. Итак, сейчас будем вышивать мордочку. Все места, вот где брови, носик, я разметила булавочками. Итак, бровки, первую вот эту булавочку вставляем между 7 и 8 рядом. Вот эта булавочка получается между 9 и 10. Расстояние от глазика до булавочки, вот этой, 3 столбика без накида. А эту мы просто на 1 поднимаем. Да? То есть вот тут вот одна, первая булавочка здесь, а вторая булавочка выше на 2 ряда и на 1 столбик без накида влево. Здесь все то же самое, также булавочка от глазика 3 столбика без накида и вторая наискосок на 2 ряда выше и на 1 столбик вправо, наоборот. Отмечаем. Так, это у нас носик. Сначала мы вышьем одну линию так, а потом будем вышивать в этом месте носик. Так, здесь булавки размечены. Вот, мы вставили глазки между 10 и 11 рядом, и сразу вот возле глазика вот вкалываем вот здесь булавочку. Вторую вниз на 2 столбика без накида вниз получается. То есть у них одинаковый ряд, ну, в смысле на одной линии они. Да, вот видите? Просто на 2 столбика вниз мы ее вкололи. Вот она. С этой стороны то же самое. Также сразу первую булавочку вкалываем возле глазика. Вторую булавочку на 2 столбика без накида вниз. Вот. Все. И получается сама вот эта линия сама. У нас 4 ряда. Вот мы вкололи ее здесь. Ой. Это получается 11 ряд. В 11 ряду я ее вколола. Между 11 и 12 рядом. Вот эту зеленую булавочку. Начало носика. А вот эта булавочка вколота между 15 и 16 рядом. Вот так. Все. И по этим булавочкам сейчас я буду вышивать мордочку. Я уже приготовила иголочку. И ввожу иголочку с внутренней стороны головы. Я ее еще специально не набивала, чтобы мне было удобнее вышивать. И я ввожу иголку в то место, где у меня вколота вот голубенькая булавка. Где будет бровь.
у мишки. Вот, видите, я ее вывожу. Все. Голубая булавочка мне больше не нужна, я ее убираю. Теперь вводим иголочку, где стоит желтая булавочка. Вот мы ее ввели сюда, да? А выводим, где у нас стоит вторая бровь. Вот ее верхняя булавочка первая. И я там вывожу иглу в этом месте. Вот так. Эту булавку убираю, не нужна. Вот у меня первая бровка готова. Эту тоже уже убираю, не нужна. И ввожу иголку вот в это место, где у меня колота вторая булавочка. Чуть-чуть ее приподниму. Ввожу иголочку. Теперь я могу ее убрать. И вывожу, смотрите, вывожу теперь я иголку. Вот где у меня стоит центральная булавочка, да, по центру, под глазиками. Вот она в центре у меня стоит булавочка. Тут у меня будет линия носика. И я вывожу сразу ее там. Вот так. Зеленая мне тоже это не нужна уже. Убираем. И выводим. Все. Вот, смотрите. Вот они, бровки получились. Теперь линия носа. Ну, тут просто вот у нас иголка. Вот, то есть нитка. Вот она, вторая булавочка в линии носа. Ввожу туда иглу. А вывожу я ее уже, эту иголочку, вот в этом месте, где у меня вколота. Вот она. Видите, верхняя булавочка сразу после глазика. Она у меня вколота. Вот. Убираю и сразу вывожу здесь иголку. Вот так. Зеленую тоже убираем. Вот она, линия носика получилась. Теперь, вот она у меня иголочка, ниточка. Теперь вводим иголку сюда. Да? То есть мы сейчас теперь будем вышивать носик стежками прямыми. Сюда стежок, вот так. То есть теперь мы вводим иголочку в это место, где у нас стоит следующая булавка. Это можно убрать. А вывожу я ее с того же места, откуда в первый раз заводила. Вот, вот так. Вот это получилось. Еще раз делаю стежок тут. Вывожу с этого также. Поправляю, где мне нужно. Так, теперь ввожу иголку в этом месте, а вывожу на один столбик пониже, вот здесь. Поправляю ниточки все. Теперь ввожу в этот столбик, вывожу здесь, откуда и заводила, да, то есть где вводила, там и вывожу. Вот так. Вот что получается. Так, сейчас я еще посмотрю, может быть, один стежок сделаю, будет достаточно. Так, потому что, мне кажется, ниже делать не надо. Да, булавки эти уберу, они не нужны. Этого достаточно. Сейчас я сделаю еще один стежок. Вот смотрите, вот моя ниточка. Ввожу ее вот сюда. А вывожу наверх. Вот.
Вот вывожу я ее вот так. Все. Это был последний. Все затягиваю аккуратненько. Поправляю, где неаккуратно было все. Вот такая мордочка. И теперь сейчас беру иголку и последний стежок ввожу здесь, в этом месте. Вот сюда ввожу иголочку и вывожу уже вовнутрь. Все, больше никуда я не веду. Все, это последний стежок. Все поправляем, проверяем, чтобы все было ровно и аккуратно. Вот такая мордочка получилась. Теперь нитку осталось только закрепить и обрезать. Для этого нужно немножко так вывернуть. В общем, где-нибудь здесь я ее закреплю сейчас. Все. Ниточку закрепила и отрезала. Вот и все. Вот такая мордочка получилась. Голова практически готова. Нужно связать ушки и пришить их. Так, теперь смотрите, нужно голову набить наполнителем. Нитку я отрезала, потому что голова будет пришивная. Все, голова готова. Следующее, что мы будем вязать, это ушки. Так, начинаем вязать ушки. Делаем кольцо амигуруми. Вяжем в кольцо 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Закрепляем нить, то есть затягиваем. Стягиваем нить. Вяжем второй ряд. Делаем прибавки в каждый столбик. То есть в каждый столбик вяжем по 2 столбика без накида. И во втором ряду должно получиться 12 столбиков без накида. Довяжите самостоятельно. Так, провязала второй ряд. Вяжем третий ряд. Провязываем один столбик без накида. В следующий столбик вяжем прибавку. Отметим начало ряда. Так, это была первая прибавка. Теперь вяжем снова столбик без накида и вяжем вторую прибавку. Снова столбик без накида. Вяжем третью прибавку. Столбик без накида. Вяжем четвертую прибавку. Столбик без накида. И вяжем последнюю, пятую прибавку. Все. Ушко готово. То есть мы не довязываем вот эти 2 столбика. Теперь смотрите, я вам забыла показать в голове, но сейчас покажу на ушке, как нужно закрепить нить. Вот связали последний столбик. И вот в следующий столбик, вот он, нужно провязать соединительный столбик. Вот так. Оттягиваем нить, так как ухо и голова будут пришиваться. То есть ушко мы пришьем к голове, а голову пришьем к телу. Поэтому нить нужно оставить подлиннее. Так, ну, думаю, столько хватит. Всё. Вот такое ушко получилось. Вот в голове, когда вы закончите вязать голову,
Вот нить закрепите и отрежете точно так же, как и в ушке вам показала. Так, теперь нужно связать второе ушко точно так же. И также оставить длинную нить для пришивания. Итак, ушки я уже связала. 2 ушка. Оставила нить для пришивания и прикрепила их к голове. Итак, сначала я отсчитала от брови 7 столбиков без накида. И между 8 и 9 столбиком прикрепила первую булавку, вот эту красную. Вторую зеленую булавочку я прикрепила между 6 и 7 рядом, напротив красный. Второе ушко все то же самое. Теперь их нужно пришить. Берем нить, которую оставили для пришивания. Вставляем ее в иголочку. Вот так. И вводим иголку в петлю на ухе. И вот где у нас булавочка есть. Вот вам, наверное, не видно. Вот видите, откуда булавочка выходит? Я ввожу иголку в петлю в ухе и в петлю, где у меня выходит булавочка. И вывожу в следующий столбик. Вот он. Вот так. Под ушком. Затягиваю. Теперь вывожу иголку во второй столбик. Вот у меня в первый столбик вколота булавочка, а во второй столбик не вколота. И я вывожу иголку во второй столбик. Вот так. Теперь ввожу иголку в третий столбик, где у меня вколота булавочка. И ввожу ее в столбик на голове, куда также вколота булавочка. И вывожу пока ее вот здесь, в следующий столбик. Так, смотрим, что у нас получилось. Иголочки убираем. Вот, ушко почти пришили. Теперь вводим иголочку вот в этот столбик. Видите? Вот в этот первый столбик. Затягиваем. И вводим иголочку в следующий столбик. То есть прошиваем на второй раз, чтобы ушки покрепче держались. Делаем все то же самое, только в обратном порядке. Так, теперь я иголочку, ну, то есть ниточку, закреплю. Так, сейчас хочет. Вот. Здесь. Так. Закрепляем нитку. Все, ушко пришито. Вот так получилось. Такое ушко оттопыренное. Так, теперь нужно спрятать нить. Вводим иголку в голову и выводим где-нибудь подальше. Затягиваем хорошенько. Берем ножницы и отрезаем. Все. Вот оно ушко. Второе ухо пришейте точно так же.